Похищение на корабль для меня прошло не вполне определенно. Чувство, как воспоминание, вспыхивало в мозгу, нарастало до предела. Казалось, вот сейчас я все вспомню, но чувство рассыпалось, проливалось водой между пальцев. Вот-вот ухвачу, и вновь неудача. Похищение на космический корабль пришельцев, погибших неизвестно от чего. Чума, это же сбрендить можно. И вот я здесь, иду по кораблю в громадном коридоре среди разрушенных барельефов, на которых схематично, а где и во всех красках изображена история, творения нашей планеты, разумной жизни на Земле, но также и их цивилизации пришельцев, по всей видимости приложивших руку к нашему созданию. Дышать становилось все тяжелее, грудь жгло, боль была то нестерпимой и острой, то разливалась тупым чувством между ребер, слева направо и к ногам. Странно, но мне уже не хотелось ни есть, ни спать, я просто шел вперед, ведя рукой по стене, как автомат, без души и своих мыслей. Все вытеснили образы, сам корабль посылал в мой мозг при прикосновении к стене барельефов. Я понял, не сразу, но позже догадался, это не простая стена, это сам хронограф Вселенной. История космического разума, проявленного во множестве цивилизаций. Здесь были сцены великого триумфа, загадочного перерождения, но также образы декаданса и упадка. Бесконечные войны, голод, геноцид, эпидемии, причем совершаемые различными существами на различных планетах. Удивительно и невероятно. Корабль, на который я был похищен, фиксировал все цифровым разумом и воплощал это в барельефах. Я перестал удивляться, перестал бояться или восхищаться. Наверное, так устроена человеческая психика. Привыкать ко всему. И я начал привыкать. Знал, что скоро, так или иначе, но мне придет конец. От истощения, голода, возможно из-за радиации или бог знает от чего, но такая перспектива уже не казалась мне страшной. Корабль был живой. Я отчетливо услышал в голове высокие, наполненные металлом голоса, будто со мной говорил сам космос. Но в мое сознание ломился и еще один голос, глухой и тихий, как далекое эхо знакомого мира. Слышалось: невероятно, но возможно это был телепатический контакт с неизвестными мне силами с родной планеты. Это давало надежду, но одновременно и будило отчаяние. Никто не собирался меня спасать, никто не придет на помощь. Я был нужен им только как глаза, живое восприятие того, что есть на этом проклятом и благословенном корабле. Дорогу мне преградила громадная голова чудища, которая росла прямо из гладкой стены громадной скульптуры никак не меньше 3-4 метров в высоту. Тварь была похожа на акулу, но имела 2 пары глаз, а вместо зубов ворсиночные щетки. Я притронулся рукой, и вполне могло быть, что такая тварь водилась и на Земле в эпоху вымираний. При прикосновении образа стали перетекать в меня. Я стал этой бешеной тварью. Я носился как бестия, как резвая молния на дне свинцовых вод. Но я ощутил боль. Меня пронзило лучом, сознание вышвырнуло меня из водоворота образов и тут же обрушило в новый омут. Громадная птица или летающее существо с кожистыми крыльями на всем махе ворвалось в воду когтистыми лапами, выхватило акулу, который тоже был я. С берега Зеленоватого океана за этой сценой наблюдали 2 червообразных организма. Они то вытягивались кверху, то опадались, собираясь кольцами на скальном отроге, врезающемся в океан. Иногда они сплетались, вытягивались, немного наклонялись, а после собирались наподобие телескопической трубы по отдельности. Только сейчас я заметил, что на верхнем конце червообразных тел, там где условно могла бы быть голова, эти существа имеют 2 коротких подвижных отростка. Отростки отдаленно напоминали клешни краба, усеянные множеством усиков, пупырышков или бородавок. При движении относительно друг друга отростки издавали треск, шуршание, а иногда и пощелкивание. Существа были мыслящими. Таким образом они общались, проявляя заботу не только друг о друге, но и о окружающей их действительности. Одно из существ проскрежетало: изменения в
форм жизни на нашей планете невозможно и не актуально. К сожалению, нас об этом никто не спрашивал. Эти птицы выживут все, и нам придется снова уходить под землю. Второе существо не реагировало, а просто то вытягивалось, то снова опадало кольцами, но вдруг выпрямилось, как струна, стало жестким и упало навзничь, прочной палкой. Это был жест крайнего недовольства в их цивилизации. Я смотрел на все это глазами акулы, которую громадная птица уносила в поднебесье. Ребра сильно болели, сердце жгло. В голове будто от затылка вкрадчивым шепотом прозвучал голос корабля. Люди твоего порядка никогда не видели и не увидят этого. Это самый центр Вселенной 2 миллиарда лет назад. Со временем создалось стойкое ощущение, что этот корабль имеет доступ к некой мировой всепространственной сети, не ограниченной ничем. Новые поля, новые способы передачи информации, прямо мыслеобразами в разум считающего существа. Этим существом был именно я. Я присел, чтобы отдышаться, после того, как прополз под огромной акульей головой. Раньше я мог идти несколько часов до тех пор, пока мне требовался отдых. Сейчас же я едва шел, мне было больно дышать. Через каждые 5 минут восстанавливался, приседая сначала на корточки, а после приваливаясь спиной к исполинской стене. Встать было все тяжелее и тяжелее. В сущности, я уже и не знал, куда я иду, зачем, что меня ждало впереди. Просто любопытство, упрямство. Все завершилось неожиданно. И я не могу объяснить, чем именно. 4,5 миллиона лет назад, среди первозданной черноты космического хаоса, из облака света, пронзающего лепестками черного и искрящегося в пространстве, материализовалась громадная, просто колоссально громадная станция творения. Материальная часть того, что потом человечество назовет Богом. Станция превосходила размеры будущей Солнечной системы во много сотен раз. Именно будущей системы, так как станция творения – вершитель галактик, борец с энтропией космоса. Существа, создавшие ее, за пределами понимания. Я видел, как фотонные разряды разлетаются вспышками размером с уран от места скопления газопылевого облака. Станция творения сгущала облака, воздействуя на них гравитацией. Пространство искажалось и выгибалось. Сама станция проецировалась в различных измерениях, пребывая одновременно в видимом и невидимом спектре космоса. Это самое великое, что я мог видеть в своей жизни. Вспышки света и тьмы били по глазам из внезапно проявившейся, вскрывшейся черной дыры, пестрящей электрическими желтыми молниями, как будто желтое из яичной скорлупы появилось солнце, размером не более футбольного мячика, но его сияние ослепляло. Плазма удерживалась мощнейшими гравитационными полями. Постепенно станция творения начала растворяться в пространстве, исчезать, переходя из одного спектра в другой. А солнце практически сразу увеличилось в размере. Я ужаснулся и закричал. Мне было больно. Ребра и под ребрами горело огнем. Я понял. Я начал понимать, что умираю. Я мог летать меж звезд, брать планеты в руки и играть целыми созвездиями, как бусами. Я был самим беспредельным пространством, и в этом пространстве золотым лучом мчался мой разум. Я видел сотни тысяч обитаемых планет, я видел прекрасные и ужасные существа. Я понимал и чувствовал жизнь не только в одном себе, а во всеобъемлющих силах. Я бежал по бесконечному океану, не утопая в нем, а возносясь волнами. Добегал до края и видел сияние перворожденных звезд. И именно тогда я увидел их. Первых людей неизвестной мне планеты. Я закричал, но крик оказался безмолвный, пустой, и тогда я услышал голос. I will покищен нами, для того, чтобы стать творцом, нам была нужна твоя душа, раскрытая в познании творения. Это мы водили тебя от образа к образу, а не давали тебе спастись, ведь спасение было рядом. Тебе было достаточно высказать вслух желание вернуться на землю, но ты не высказывал эго.
Я не чувствовал себя. Я мог видеть все и сразу. Я видел время, его тонкие и неуверенные потоки, ускоряющиеся и пульсирующие. Я видел, как жизнь распределяется по заколкам космоса, который казался мне всего лишь большим многоквартирным домом. Я умер, но теперь я стал творцом. Я наделен силой, которая пугает меня. И вдруг я снова услышал голос, который я все это время принимал за голос корабля. Но оказалось, что это не так. Ты творец, ты душа, а я матрица творения, я создатель всего существующего, и мне нужна душа. Я не мог называть себя простым «я». Теперь мне хотелось думать «мы». Причем не кто-то осязаемый или известный мне. Я чувствовал себя во всем. В каждом человеке, в новорожденном крике младенца, в плаче брошенной женщины или в лае собаки, в тончайшем, едва уловимом полете бабочки или же в порхании колибри. Я был самой жизнью. Хочешь знать, кто убил душу до тебя? Я ничего не ответил. Я просто видел. Снова появилась станция творения. Из ее чрева выползало синеватое солнце. И я понял, что это была уже не солнечная система, знакомая мне при человеческой жизни. Я видел станцию, всю такую же безразмерную, творящую, но в невидимом спектре проявлялось существо, являющееся душой. Все, что я видел, происходило миллионы, сотни миллионов лет назад. Душой матрицы творения было высокое существо, сотканное как будто из множества твердых покровов зеленоватого цвета. Жабообразная форма, раздутый торс, и оно могло мыслить. Внезапно меня пронзило, я как будто стал снова проявляться во что-то завершенное. Я не мог видеть цветов, все стало желто-зеленым. Я смотрел на себя, на свои хитиновые покровы. Душа существует вне тела. Души существовали еще до большого взрыва, породившего космическую бездну. Это первая мыслящая энергетическая форма. А мы дали ей тело, меняя тело для одной души в бесконечном потоке рождения и смерти. Повелевая матрице как часть ее управления, я заставил синее солнце выкатиться из чрева громадной машины и проявиться в истинном размере. Я не знал, что и как я делаю, но делал все правильно. Будто руками я формировал планеты, вылепляя их из газа и облаков пыли, размещая в обитаемом и запредельном секторе. Я умер и родился вновь. Один из людей с планеты Земля. Я вижу вас, и сейчас я наблюдаю. Я готовлюсь и жду. С вами Стрэндж. Эти данные были получены из засекреченного сервера контактной группы специального подразделения секретной службы США по исследованию ближнего и дальнего космоса. Данные уточняются, но уже сейчас вполне определенно. Силы, о которых мы узнали, не подвластны нам. Для них мы разумная пыль. Если вы думаете, что это не доказательство существования инопланетян, то вы правы. Доказательств намного больше, и на нашем канале мы раскроем все тайные доказательства их присутствия. Подписывайтесь на канал и высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе «О канале». Вместе мы заставим власти всех стран раскрыть всю имеющуюся у них информацию. Ведь люди должны знать правду.